Сергей Шевелев у нас в студии, специалист по китайской чайной культуре. Будем говорить на интересную тему, как возникла чайная церемония. Кстати, если вы хотите увидеть видео, то просто набирайте в интернете Сергей Шевелев «Чайная церемония». Есть множество роликов, где Сергей рассказывает и показывает, как проводится чайная церемония, как нужно пить чай, из каких чашек, в каком количестве, какой заваривать, как заваривать. Вот все это можно найти. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то вы да, дошли до нас. Долго нужно было подготовиться. Да, взять необходимое. Да. Сколько же вы занимаетесь чаем, расскажите? Ну, уже, можно сказать, практически лет 13. Если именно говорить про профессиональную деятельность, то, наверное, 9 лет. Но увлекаться начал, естественно, раньше, поэтому, да, я думаю, около 13 лет общей сложности уже. Куда вы ездили, чтобы увидеть настоящий чай и попробовать? Ну, хотел бы, конечно, в Японию, сказать Японию, потому что я просто не был там. Единственное место, где я не был и где есть интересный, по моему мнению, чай, это Япония. А был я в Китае и на Тайване, и провожу там в среднем по полгода в году, то есть очень много. Вот, уже на протяжении, собственно, последних 8 лет. Да. Самый вкусный чай какой, на ваш взгляд, из какой страны? Я думаю, что все-таки китайский и тайваньский. Мне кажется, что вот они. Потому что и технология, и опыт, то есть это тысячелетняя история. Даже в Японию чай пришел, в общем-то, тоже с материкового Китая, поэтому мы будем именно говорить о том, что Китай – это родина чая. Ага. Сергей, чай из пакетиков не чай? Вы знаете, изначально это был чай, вот, но то есть, идея появилась у нью-йоркского, по-моему, ресторатора, которого звали Томас Салливан, и он изобрел, собственно, эти пакетики. Они были изначально такими шелковыми мешочками, куда насыпался хороший чай. Но прошло время, все это, да, деградировало, и поэтому сейчас, в общем-то, к сожалению, пакетики, которые в них ничего плохого-то нету, но ассоциируются они, да, с плохим продуктом, там пыль, либо мелкая фракция листа, то есть, как бы, к сожалению, такой чай, конечно, не очень хорош. Ага, но и он не будет так бодрить, как чай листовой, да? Вы знаете, насчет именно воздействия, то есть конкретно химических свойств чая. В общем-то, там бывает резанный лист, который химическими свойствами может обладать похожими. Но касательно вкуса, аромата и, конечно, точно будет уступать однозначно. То есть тут зависит от добропорядочности производителя. Потому что если производитель делает чай, скажем так, внимательно, старается соблюдать хорошую технологию, старается качественный лист закупать там, и так далее, тогда, конечно, чай будет хороший. Тут зависит от того, что положить может все, что угодно. И от этого будет вкус чая. Да, да. Ну вот чай с сахаром-то можно пить? Вы знаете, я бы не пил. Хороший чай, вообще сахар появился тогда, когда появился плохой чай. Вот, потому что, чай, который имеет естественный аромат, вкус, он настолько полон, настолько он гармоничен, то есть в нем нет ничего такого, чтобы следовало как-то разбавлять, либо как-то приукрашать. Собственно, ароматизаторы все химические, которые сейчас тоже распространены, они появились тогда, когда решили стандартизировать производство, добавить какие-то неестественные вкусы и использовать более низкосортное сырье. Вот вы что нам в студию-то принесли? Я принес такую, знаете, мобильную чайную церемонию. Это моя такая сумочка. Вот, и я, значит, чайничек. Это Исинский чайник. Исин – это место в Китае, где производят керамику. Конкретно это довольно необычно. Это тут еще дополнительно была обработка серебром. Я люблю, просто собираю посуду разную редкую, поэтому у меня такой набор непростой. Вот, потом... А из чего эта посуда? Это глина. Глина и сверху покрытие серебром. Это тоже глина. Это чаша называется гундаобэ или чаша справедливости. Тоже такой необычной формы, из которой обычно переливается чай уже по пиалам. То есть самый такой упрощенный набор, который можно условно назвать церемониальным, хотя, в общем-то, это не церемония. То есть многие привыкают к слову церемония, думают, что это очень сложно. На самом деле достаточно просто уметь пользоваться самыми простыми 3 предметами: чайник, вот гундаобэ, чаша справедливости или чаха еще его называют, море чая, и пиалы. И все. А вот. Пиалы из чего? Пиалы вот этот фарфор, диндоджэнский фарфор, это у меня это тоже. Это китайский? Это китайский, да. Это, кстати, японская пиала. Это ручная роспись Японии, 19 век. Вот, это современная пиала диндоджэнская, это Вы все купили в Японии? Нет, это в Китае, это на Тайване. А это тоже на аукционе в Китае купил. Вы чай какой принесли для нашей чайной церемонии? Я решил сегодня попить гуандунский улун. Это не ругательство, это Гуандун, это провинция. Да, провинцию такую, безусловно, знаете, потому что там крупнейший порт и рынок Гуанчжоу.
крупнейший мегаполис. Но на севере там нету ничего крупного и нет никакой промышленности особо, кроме аграрной. Поэтому там выращивают очень много вкусного чая, который мы сейчас попьем. Сколько вы туда засыпаете? Вот я Знаете, сейчас покажу моим зрителям. я привык пить крепко на самом деле, знаете, потому что просто, много лет пью чай. Я кроме чая ничего вообще не употребляю, ни алкоголь, не дай бог что-нибудь еще. Поэтому у меня, в общем-то, чай это мой личный стимулятор и все остальное. Поэтому я завариваю обычно крепко. Обычно я советую где-то на такие маленькие чайники синские, когда вы используете для правильного китайского заваривания, миллилитров на 100-180 они бывают. И обычно от 5 до 10 грамм туда чай кладется, но это на самом деле по вкусу. То есть нету каких-то прям строгих правил. Важно просто научиться самим принципам заваривания, а дальше уже все будет получаться само. Просто смотреть. А что вот это за чайник в виде слоника? Слоник это что это? Это вот этот? Да, нет, да, вот этот. Это гундаобэй. Это переводится как чаша справедливости. Это чаша, из которой разливается далее чай по пиалам. А вот так быстро заварилось, вы буквально одну секунду. Да. На самом деле, это уже традиционное заваривание. Сейчас можно назвать его скорее не церемония, пин чая или пробование чая. Очень быстро, просто, на самом деле, называется заваривание проливом или перколяцией, когда чай не держится долго настой. Таким образом, он может проливаться многократно, то есть многократное заваривание, но не настаиванием, а именно таким проливом. Сейчас первый пролив я слил, это тоже такой стандартная процедура, промывка листа. Это нельзя пить первое? Нет. Первый какой-то ссор, мусор, потому что чай часто сушится фермерами, бывает просто там на улице, там не обязательно будет самым чистым, то есть может какая-то пыль, грязь попасть. Конечно, его чистят вручную, но первый пролив всегда традиционно смывается. А дома нам тоже так надо делать? Первый чай просто Конечно. Да? Хороший китайский чай, да и любой чай нужно промывать. Вот, это просто гигиеническая процедура. А потом уже заваривать. Да, гигиеническая процедура, плюс раскрывается вкус так лучше. Вот, то есть вот так получится гораздо вкуснее. Так, буквально 1 секунда. Да, я поэтому и положил много, как вы видели. И он получается светленький, а народ-то у нас любит чефир. Можно, все очень просто делается, кладется больше чая. Вот, и держится чуть-чуть дольше. Просто мы сейчас с вами завариваем сорт улун. Это полуферментированный чай, который, условно лежит между зелеными и красными, может быть, в плане ферментации. Красный — это то, что мы называем черным, китайцы называют красным. И да, прошу, угощайтесь. Вот такая специальная красивая женская пиалочка, вот, с птичкой. Это, кстати, полностью ручная работа. И сам фарфор, и роспись, и... Уже можно пить? Да. Китайцы, кстати, немножко любят. Китайцы прихлюпывают. Как вкусно-то! Да. И обратите внимание, он сладкий, он такой цветочный. Он без сахара, но сладкий. И сахара там никакого нет и не будет. Какая чашечка красивая, господи. Да. Вот, я тоже люблю красоту. Вообще считаю, что церемония, вообще внимательное чаепитие, это очень такое самодостаточное хобби, которое дарит много классных эмоций. А вот такой чай, который вы принесли, его можно купить только там, где вы сказали, или все-таки в Москве такой можно? В Москве можно купить. У нас там 6 чайных. Вообще есть люди, кто занимается профессионально. Не так много, но есть. Невероятный вкус. Очень вкусно. Спасибо, мы старались. Еще раз скажите, что это за чай, как он называется? Если полное название, называется Миланьсянь Даньсун и переводится с китайского как «Одинокие кусты медовой орхидеи». Такое поэтичное название. Китайцы очень любят, особенно в традиционной части своей культуры, в каллиграфии, в живописи, в искусстве стихосложения, в чайной культуре. Они любят очень такие поэтичные названия. А скажите, Сергей, чай лучше покупать в жестяных банках или в бумажных? И как дома хранить его? Насчет банок, я бы сказал так, что важно не какой банк его, на что за продукт. Потому что может быть очень хорошо упакован, но пролежал на складе там ненужное количество времени, либо хранился неправильно, либо просто чай низкого качества. То есть упаковка на самом деле вторична. Важно, у кого вы покупаете. То есть я всегда рекомендовал специалистов, которые занимаются чаем профессионально, которые находятся или ездят там постоянно на места производства. Вот, это профессионально надо этим заниматься. Это немножко сфера, где требуется, скажем так, компетенция. Это нельзя просто приехать там на рынок, там в Китай, там накупить чего-нибудь. Может, первый раз повезет, второй раз нет. Если в чае не разбираешься, то поэтому без вариантов. Вот. Поэтому упаковка это вторично. Вот. А насчет хранения вы спросили. Дома, да. Да, дома. Самые обычные требования, которые всегда пишутся, то есть в темном, прохладном
месте, в комнатной температуре, и очень важно в отсутствии посторонних запахов. То есть чай на кухне хранить на самом деле не очень Нельзя, хорошо. да? А мы же все на кухне храним, и там еще где теплая плита все Вот время. это самый плохой Чай способ. портится, да? Особенно светлые чаи. Есть чаи, которые менее требовательны к хранению, есть которые более, потому что нельзя вот чай в целом, так, знаете, объединить и сказать про все сорта сразу. Он очень разный бывает. Например, черный чай. А я сейчас пила какой? Это улун, полуферментированный чай. Это светлый. Ну, он как бы светлый, да, но он не зеленый при этом. Это между красным и черным, как я вам сказал, да. Ага. Между зеленым. А вы любите именно такой светлый, Я да? люблю разный. Я Разный, люблю да? пью все, потому что это мое профессиональное как бы. Ну вот любовь. люди бы посмотрели на этот светлый чай и сказали бы, что это зеленый, потому что для нас, для русского человека, черный чефир, вот что такое чай. Ну, конечно, но это все время проходит. Сейчас, на самом деле, все больше и больше людей, кто разбирается в чае. И более того, это не какие-то там, знаете, профессионалы своего дела. Сейчас чайная культура очень активно развивается. И в России, и в Европе появляются чайные клубы, появляются люди, кто серьезно разбирается в географии чая и так далее. Там, у меня там книжка готовится даже на эту тему. Вот подождите, первый бокальчик вы мне дали, он был светлее, Да, этот темнее, то есть да. он гуще заварился. Конечно, он раскрывается постепенно. Более того, если я захочу... И вкус другой сейчас будет? Сейчас будет немножко Так, крепче. я пробую, Да. рассказывайте. Да. Сейчас проявляются уже более такие, видите, маслянистые ноты, медовые, как раз медовые орхидеи, почему называется, потому что немножко вкус меда. Вот Ну, есть. необыкновенный чай, Да. просто необыкновенный, Ну, очень я рад, что вкусный. вам понравился. Обычно всем сразу нравится. Улун — это чай, который, как говорится, любовь с первого взгляда всегда. Вот. Ну и действительно, сюда добавлять сахар, это значит портить весь Конечно, напиток. конечно. Обычно И сахар... даже вот вы знаете, не хочется никакого, как мы, тортик, шоколадочку. Для такого чая ничего Да. не хочется. Все верно. Он сам настолько хорош, что Да. ничего к нему и не надо. Все верно. Сахар и вообще какие-то сладости к чаю появились тогда, когда появился плохой чай. Сколько сортов чая вы уже попробовали, Сергей? Ой, знаете, несколько тысяч. на самом Несколько деле. тысяч? Да, несколько тысяч, их действительно очень много. Даже вот, ну, у нас там, например, их там под 1000 в ассортименте, плюс там огромное количество постоянно новых сортов пробуешь. Очень сейчас развивается активно чайное дело, и институты, которые выводят новые сорта, то есть там новые культивары появляются, чайного куста, новые виды обработки. То есть это очень динамично развивающаяся отрасль. Мгм. А вы сказали, в Москве можно купить. Где все-таки? И где вы проводите в Москве чайные церемонии? Ну, у нас есть чайный клуб, «Мой чай» называется. Можно легко его найти, просто забив в Яндексе, найдете сразу. У нас их 6 в Москве. 6 клубов. Сергей Шевелев у нас в гостях, специалист по китайской чайной культуре, который принес какой-то необыкновенный чай. Даже Я два. просто наслаждаюсь, да. У меня сейчас вот поход в бассейн, и я думаю, я буду, конечно, бегать в туалет. С чая бегают в туалет? Бегают, такого? безусловно, Всё равно, безусловно, да? С любого, да, с любого. Но это на самом деле ничего плохого, потому что, ну, это естественное Это естественный когда, процесс, да? когда вы- Вот эта вот чашечка, то, что я держу в руках, она фарфоровая? Да, это Она фарфор. что-то означает на ней, я слушателям расскажу. Она голубая, в цветочек, розовая ветка, и на ней сидит птичка. Что-то обозначает вот такая раскраска? Это просто классическая роспись китайская. По сути, Ага. это для красоты, нет какой-то там особой символики. Бывает, что некоторые производители, некоторые, те, кто занимается фарфором, закладывают какие-то более сложные смыслы в свою керамику, там какие-то божества изображаются или какие-то классические сюжеты. Здесь это просто для красоты. Называется техника фаланцай по-китайски. Мгм. Получается, настоящий чай надо пить из фарфоровой посуды? Желательно улуны и чаи, которые обладают таким высоким ароматом, лучше пить из фарфора. Фарфор лучше отдает именно аромат. Например, чаи темные, пуэры, красные чаи, черные чаи, можно пить из глины, потому что у них не такие богатые ароматы, скорее больше вот на вкус там акцент. Мгм. Вот. А вообще, вы сказали несколько тысяч чая. Получается, сортов-то огромное количество? Огромное. И, как я говорю, постоянно появляется. Более того, там дело не только в самом сорте куста, а дело в том, что совершенствуется технология и учатся вырабатывать новые сорта именно посредством развития технологий. Потому что чай на самом деле высокотехнологичная отрасль, несмотря на свою традиционность, появляется много новых станков, там всякие сортировщики сырья лазерные готового, например, какие-то новые виды машин по обработке листа там, и так далее. Поэтому
ну, не сказать, что совсем там какие-то новшества, но много чего нового появляется, это помогает развиваться тоже чаю. Вот коробочку, которую вы принесли, в ней настоящий чай, да, вы храните? Да. Прямо в такой купили? На самом деле нет, я в такой не купил, я просто собираю старые жестяные баночки, это у меня такое хобби именно. Я вас понимаю, они красивые. Да, только раритетные какие-то там 70-х и раньше годов, бывают интересные. Тут, например, японская чайница, она сделана из дерева. Что это такое интересное? Да, это деревянное? Да, это дерево, покрытое лаком уруси. Вот. И потом еще сверху тоже другими цветами лака такая инкрустация. Но это, по сути, тоже такой антикварный предмет. Какая красота! Она черным цветом и зеленая выгравированная, наверное, ветвь. Да. И цветок, да, очень красиво. Да, так, смотрите, я открываю, и здесь крупный чай. Да, или бывает крупнее? Бывает крупнее, на самом деле размер листа это тоже очень, очень сильно разнится, не только от сорта зависит, от конкретной традиции и технологии. Потом это такой вот размер, он из-за скрутки такой крупный. Например, есть тоже улуны, которые скручивают такой шарик плотный, как тигуанин или тайваньские улуны. Вот, они потом тоже уже в чайнике раскрываются, тоже лист крупнолистный. Вообще любой хороший чай, я считаю, что вот loose leaf tea по-английски, да, или крупнолистный чай по-русски, вот, это самый правильный чай, потому что он отдает лучший аромат, лучший вкус и ну, максимально полноценные свойства из такого чая извлекать. А когда чай крошит, он, получается, быстрее экстрагируется, быстрее заваривается, но ароматические свойства, вкусовые свойства у такого чая хуже. Я теперь понимаю, вот попробовав этот чай, что вы сказали, что я не пью ничего, кроме чая. Это правда, а не нужно, да. Это, вот, наверное, к алкоголикам, что ли, которые тоже, хочется сказать, попробуйте чай. Вы не представляете, сколько людей пить. Пересело на чай, ну, в хорошем смысле этого слова, потому что чай это тоже небольшая зависимость, но в отличие от алкоголя, она не несет никаких пагубных последствий. То есть, да, ты проснулся, выпил там пару чашек чая, и все, у тебя день наладился, вот, чай благотворно на организм влияет. Нет ни одного исследования, доказывающего какой-либо вред чая. Потому что, да, даже кофеин там, он связан находится в форме. А говорят же, в чае больше кофеина, чем в кофе. Да. Это правда? Он бодрит, как чай? Как кофе? Да, но по-другому действует. По-другому, да? Чай, он более плавно воздействует. То есть не сразу. Если сравнить с таким, знаете, как графиком, вот кофе это такая резкая стрела вверх, там, да, и тут же также отпускает. То есть очень резко воздействует. И также сильно... Они много пьют. Да, поэтому плохо гипертоникам вредно. То есть вредно тем, у кого какие-то сердечные проблемы. Потому что очень резко на сердечную мышцу воздействует кофе. Он там не связанный кофеин. А в чае более сложное соединение. И поэтому сердечникам можно пить. Да, можно пить, особенно мягче. Да, мягче. Нужно смотреть, конечно, за своей реакцией, но он воздействует гораздо мягче. И особенно если не очень крепкий чай, так вообще нормально. Главное не перед сном, то есть не на голодный желудок, вот такие-то основные правила. И, естественно, не беременным. Вот, хотя у меня, например, 2 детей, у меня жена пила чай все время практически. Будучи беременной, да? Дети уже взрослые, любят чай, любят, пьют. Разный, да? Да. Но не очень много, конечно, детям слишком много не стоит давать. Да. Пару маленьких чашечек. С какого все-таки времени детям можно начинать пить чай? Вы знаете, я не врач, поэтому я не могу сказать, что, например, если мои дети пьют, не значит, что у других детей не может быть какие-то проблемы с этим связаны. Поэтому можно дать чуть-чуть попробовать и посмотреть, как ребенок реагирует. И, конечно, я думаю, раньше, чем 5 лет не стоит все-таки. Вот. Хотя я видел очень много детей, кто пьет там совсем в раннем возрасте. Да некоторые алкоголь дети. Ну да, упаси Боже, конечно. Но вот чуть-чуть, конечно, нужно просто, понимаете, вот все есть яд и все есть лекарство, важна лишь мера. Поэтому очень важно, чтобы понимать, как бы, что именно, какое количество чая. То есть, как вот мы сейчас завариваем по-китайски, конечно, там выпить маленькую пиалочку не слишком крепко заваренного чая ребенку ничего страшного не произойдет. Ну, конечно, не перед сном. Да. Что самое главное мы должны запомнить, Сергей, при покупке и заваривании чая? Ну, первое, я говорю, это все-таки место. То есть, кто занимается. Потому что, например, вот мы, для компаний, кто серьезно этим занимается, много лет, невероятный чай. Они отвечают за свое качество, как правило. И это первое. Второе, конечно, нужно пробовать, разбираться. То есть, я обычно, когда вот из нас кто-то чай приобретает, я советую брать по маленьким пробникам, чтобы познакомиться с чаем. То есть, 10 грамм. Мы никогда не продаем там слона в мешке, там, кота в мешке, там, вот, пожалуйста, купите, а потом там разбирайтесь. Для нас очень важно долгосрочное сотрудничество. И когда вы смотрите, что у продавца открытые отношения, что у него там есть какой-то там активная деятельность, жизнь какая-то, там, блог, не знаю, что-то еще такое, что действительно говорит о том, что он профессионал. Вот, тогда, да, действительно получится хороший продукт в результате. Вы, получается, уже сколько лет пьете только вот чай не из наших магазинов, а из чужих магазинов? Ну вот, наверное, да, больше 13 лет. Больше 13 То есть, как я познакомился впервые, так получилось забавно, что вот самый первый чайный клуб, куда я появился, он сейчас теперь тоже стал наш. Мы вот буквально недавно объединились с этим клубом, я разросся, и как бы вот теперь круг замкнулся. Это был чайный в саду Эрмитаж, сейчас она уже переехала, но теперь мы там тоже. Вот.
А получается, сколько стран вы изъездили, чтобы попробовать чай? Я за чаем непосредственно езжу в основном в 2 страны. Все-таки это Китай и Тайвань. Тайвань, по сути, Китайской республикой считается своей территорией, но, по сути, де-факто независимое государство. Там больше всего. Там сейчас, конечно, есть страны, где тоже делают чай. Это Вьетнам, прежде всего, конечно, Индонезия, Таиланд, Индия, конечно же, да, там Шри-Ланка. Но именно в качестве соотношения цены-качества, я думаю, что Китай на первом месте, без всяких вообще невозможно. Сергей, скажите мне, пожалуйста, вот этот Ахмад, который рекламирует английский, англичане ведь не выращивают чай, они же его покупают. Не выращивают. Он не может у них расти в силу климатических условий. Я не берусь там осуждать ни в коем случае никакие бренды там известные и так далее, потому что у них просто другой рынок, другой сегмент. Они занимаются массовым, совсем массовым продуктом. Но я скажу, что если сравнивать чисто по ценам, то есть у нас есть чай в такой же ценовой категории, но при этом по ароматическим свойствам я считаю лучше. Это мое субъективное мнение. Вот. Но насчет именно, да, англичан это как итальянский кофе. То есть, да, это они создали культуру, они создали способ заваривания, там вот это 5 o'clock, какие-то традиции и так далее. Да. А с Китаем, ну, тут английская чайная традиция там чуть больше 200 лет, а китайской более там, несколько тысяч. Да. То есть тут как бы просто несопоставимые. Да, и поэтому я, когда оперирую в качестве описания там каких-то формулировок или там технологий или каких-то качества, сертификации и так далее, я обычно всегда апеллирую к китайским каким-то источникам, потому что я считаю, они более профессиональные и имеют большую традицию длительную. Просто она немножко более сложна для понимания, но нужно лишь небольшое количество времени. Все русские купцы работали с китайским чаем вплоть до начала 20 века. Вот, и не было никаких посредников в виде европейцев, как у нас сейчас. Многие компании привыкли в Европе закупать чай. Я считаю, что это очень странно. Вот просто нужно привыкнуть, поменять немножко подход. Пожилым людям можно пить чай? Вот очень пожилым, у которых масса проблем. Я считаю, что нужно очень внимательно. То есть нужно обязательно сначала пробовать, смотреть на свое здоровье, обязательно консультироваться с врачом, безусловно, потому что я не врач. Но главное не пить слишком крепкий чай, особенно если есть проблемы с сердцем, точно не советовал бы я. И как самое главное требование, ни на голодный желудок, ни перед сном. Вот, то есть за 4 часа до сна нормально, и не крепкий чай всегда можно попить. Я не слышу каких-то жестких вот таких вот случаев. Очень редко бывают какие-то индивидуальные противопоказания, когда есть вот именно на кофеин или на какие-то компоненты в чае, аллергические бывают реакции, но это очень редко. Китайцы и тайваньцы, они же ведь долго живут благодаря чаю? Я считаю, что да. На самом деле, вот если взять народы, где действительно пьют очень много чая, это в основном высокогорные и тибетцы, значит, народы, которые живут на Тибетском Нагорье, да, значит, потом Синьцзянь-Уйгурский автономный округ. Вот, то есть там у них очень скудно в плане витаминов, действительно очень мало. Из чая они все получают, да. Это традиционно тибетцы и конкретно Средняя Азия очень много пьют именно зеленого чая, потому что больше всего витаминов в зеленом чае, потому что нет никакой ферментативной обработки. И именно вот, что говорить о пользе для здоровья, то, конечно же, светлый. Надо покупать зеленый. Не обязательно разделять. Светлый. Тут такая история. Ферментированный чай, например, полезен для желудка, для каких-то другие свойства просто. А именно витамины, какие-то микроэлементы полезные, они больше содержатся в зеленом чае. Они просто разные. То есть, как бы можно пить и то, комбинировать. То есть надо все изучать. Ой, да. Время, к сожалению, заканчивается, Сергей. Да. Сергей Шевелев, специалист по китайской чайной культуре, был у нас сегодня в гостях. Говорили о чае. Я пью, благодаря Сергею, невероятный чай. Спасибо вам большое, Спасибо. Сергей. Здоровья вам и процветания. Спасибо. До новых встреч. Счастливо.